Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы делаем домашку по 16 уроку. Как и всегда, у меня уже создана первичная верстка, и все, что нужно, подключено в JS. Начнем с первой задачи. В этой задаче мне нужно узнать, какое число вписано в это поле ввода. Позитивное, негативное или 0. Если я впишу позитивное число, то при клике мне нужно вывести позитив. Если же отрицательно, негатив. Если тут будет 0, то 0. Решение начну с этой функции. Здесь я уже получил наше значение из поля ввода. И все, что мне осталось, это прописать условие. Начну с первого условия. Узнаю, больше ли оно нуля. И если оно больше нуля, то я буду выводить в наш дивчик позитив. Далее сразу добавлю else if и проверю, меньше ли оно нуля. И если оно меньше нуля, то вывожу негатив. После чего проверю на равенство, то есть равняется ли оно нулю. И если равняется, то это zero. И если мы проверим, то увидим, что в такой конструкции правильно, в такой тоже правильно, и при нуле также работает, как и нужно. Этот ответ я, если хотите, могу написать короче. Вообще, это первый вариант решения. Второй, это я мог вообще тут else if не ставить, а вот так вот else. И в такой конструкции также будет верно. Переходим ко второй задаче. В этой задаче мне нужно проверить возраст пользователя. Если он 18 и больше, вывести слово good. Если меньше, no. Решение начну писать в теле функции и сразу проверю наше вводимое число с 18. Значит, 18 и больше это вот такой вот знак. Чтобы он давал true, если тут 18 или больше 18. И если условие будет трушное, то я вывожу слово good. Иначе, ну то есть else, слово no. Проверяем. 18, клик good. На всякий случай я лучше повторю еще раз. Если бы я не поставил здесь равно и ввел бы сюда 18, то такая запись дала бы false. Ну, потому что 18 не больше 18, они равны между собой. А это означает, что нужно использовать другой оператор. Вот такой. Переходим к третьей задаче. В этой задаче мне нужно проверить уровень заряда батареи. Если число, которое я ввожу в это поле ввода 60 и больше, я вывожу full. Если оно между 31 и 60, я вывожу medium. Если между 30 и 11, вывожу low. 10 и меньше это too low. Приступим к решению. Первое, что я сделаю, я проверю наше вводимое число на то, больше ли оно, чем 61. Это будет вот так. Если наше число больше, то я вывожу слово full, полная зарядка. Далее добавляю else if. И проверяю уже следующий вариант. Если уровень заряда 31, это у нас medium. Добавляем еще один else if на до 11 и выводим low.
И также в самом конце на все другие варианты выводим else со словом too low, слишком низкий. Проверяем. 90 full, 54 medium, 30 low, отлично, 10 too low. И если 11 на всякий случай low. Отлично. Задача сделана верно. Переходим к четвертой задаче. В этой задаче мне нужно перевести баллы в другую систему оценивания. A, B, C, D, F. Если введенная цифра тут 90 выше, это A. 75-90 это B. Ну и так далее. Тут как раз яркий пример, я думаю, все понятно. Все, что нам нужно, прописать условия и проверять наши баллы. Начнем с того, больше ли оно, чем 90. И если да, то это оценка A. Выводим эту оценку таким образом. Далее добавляем else if и проверяем следующий вариант. 75. Если 75-90, это B. Следующий это 60 с оценкой C. Также нам осталось проверить на D. И если все будет false, то else. Оценкой очень низкой. Проверяем, как работает наш перевод. Ввожу баллы 94, получаю D. И я вижу, что что-то не так. То есть я ввел 94, я получил D. Я начинаю всматриваться в то, что здесь написано. У меня здесь вообще орфографическая ошибка. Я что-то не дописал. Попробуйте сами посмотреть, что именно я сюда не дописал, из-за чего возник не тот ответ. Я подожду пару секунд. И правильный ответ. Я из-за невнимательности не подобавлял сюда else, из-за чего у меня образовалась совершенно другая конструкция. Типа это одно условие, а это второе отдельное. Из-за того, что это два разных условия, оно работает уже не так, как нам надо. Ну, если говорить более точно, то смотрите, сейчас я его разделю вот так вот. И ввел сюда, например, сюда 94. Нажал на кнопку, и что произошло? Начала отрабатывать функция. В процессе ее работы с самого начала этот if дал true и присвоил вот в наш дивчик a. Но на этом логика не закончилась. Функция пошла выполняться дальше, и она выполняет другое, изолированное условие. В этом условии оно опять дало true и вывело уже c. То есть там раньше было a, стало c. Далее пошло к другому, третьему уникальному условию. Оно начало проверять, то есть тут опять 94, и этот if также дал true. Из-за того, что он последний, выводится именно последнее true. Так как по факту это написано, давайте вот так вот напишу вам, как-то вот так вот. A, C и D. И получается, что здесь происходит? Я, грубо говоря, перезаписываю текст нашего дива сначала на A, потом C, потом D. Вижу только последний, потому что, ну, именно последний отработал в конце. Если бы я написал, например, вот так вот, давайте я сейчас немножко удалю это, то в такой конструкции при клике я бы увидел A, потому что A в конце. Написал бы последним D, клик D. Это, конечно, была тонкость, и на этом моменте мы понимаем, что
нам нужно также обращать внимание на последовательность. В программировании очень важна последовательность, ведь от этого зависит вообще суть той логики, которая получается. В данный момент, если я хочу дорешать все-таки нашу задачу, мне нужно вот сюда добавить else и вот сюда else, чтобы сделать одно полноценное вот такое вот большое условие. Если что, раньше тут было 3 условий, 3 маленьких, а сейчас это одно большое. И оно работает так, что, например, я ввел 90, нажал на кнопку, и что произошло? A. Почему A? Потому что вот тут произошло true, значит отрабатывает тело if, и все. Ниже вот эти конструкции уже не проверяются. Но если бы, например, было бы вот так, и я ввел опять там 94, то тут я вижу уже D. Потому что, во-первых, отработал этот if, он дал true. Во-вторых, отработал этот D, он также дал true. Ну, 94 больше 50, и оно поэтому true. И если мы вернем это все в одну конструкцию, логика опять поменялась. Такая мелочь, а столько смысла, да? С этими моментами мы будем еще очень много разбираться. Особенно, когда начнем мини-проекты. Ну, это уже очень скоро. Давайте я все же проверю наш ответ. Впишу 94. Отлично. 74. C. Впишу 75. Получу B. 54. D. И очень низкая оценка, там 4, например, F. Отлично. Можем переходить к пятой задаче. В этой задаче нам нужно проверить скорость. Если вот тут вот скорость вписанная больше, чем 90, то это danger. Если 60-90, просто опасно. Если меньше 60, то все отлично. Для проверки скорости используем if и изначально проверим на 90. То есть 90 и больше это вот такой вот оператор, где в теле прописываем следующее. Если условие дало true, то я вывожу вот этот вариант действия. Также далее прописываю else, чтобы получилось else if, вот так вот. И вписываю скорость 60 со словом опасно. Ну и также else. Если оба варианта дали false, то это у нас безопасная скорость. Проверяем, как оно работает. 92 опасно, очень опасно. 60 и 40. Отлично. Можем переходить к следующей задаче. В этой задаче нам нужно сравнить два поля ввода. Ну, делаем некую эмуляцию проверки паролей на совпадение. Очень важно, что в задаче было написано использовать именно не равно для этой проверки. Хорошо, мы так и сделаем. То есть я напишу if, возьму первое поле ввода, вот так вот не равно второе поле ввода. И если эта запись дает true, то я буду выводить error. Иначе, то есть если они равны друг другу, ок. Проверяем работу, вписываю 1, 2, 3. Конечно, очень видно, что я вписываю, но там 1, 2, 3 и ниже 1, 2, 3. Тут, например, допишу четверку и нажму еще раз. Error. Отлично. Задача сделана верно. Переходим к седьмой задаче. В этой задаче мне нужно проверить, включен или выключен чекбокс. Если он
включен, вывести on, выключен off. Окей. Первое. Напоминаю, что если мы работаем с чекбоксом, то чтобы получить нам его состояние, нужно использовать такое свойство, как checkit. Не value, а checkit. Это такой уникальный случай. Во-вторых, также напоминаю, что внутри checkit, то есть вот тут, находится булевое значение. Тоже что-то уникальное. Раньше мы всегда с HTML все в строке получали, а здесь конкретно булевый тип. Поэтому, чтобы дорешать задачу, я пишу if v7. Видите, это вот этот паспорт реагировал. Да, пишу v7 не равно true. И если эта запись верна, то я вывожу слово off, выключен. Также добавляю else и on. Проверяем работу. Клик выключен. Включили чекбокс. Клик. Отлично. По задаче нужно было использовать именно такой оператор. Но если я хочу, мы можем сократить это и написать более кратко. Это уже, конечно, не по условию, но, например, я могу решить эту задачу другим способом. Давайте я этот вариант скопирую и ниже поставлю, чтобы для примера был. То есть, что я сделаю? Вот так вот. И меняю их местами. Из-за того, что в переменной v7 уже находится булевый тип, то получается, если оно true, работает вот это. Если там чекбокс не отмечен, off. Проверим. Клик off, клик on. Работает точно так же. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.